Всем привет! Говорят, залог успешного выпуска на YouTube – это его тщательное планирование. Планирование не мой сильный конек, я уже второй день в поездке, и тут, сидя во Флоренции, я подумал, а почему бы не снять для вас выпуск? Ну, потому что это некрасиво с моей стороны находиться вот среди этой всей красоты и для вас не снимать. Так что погнали! Обычно у меня есть хорошее место споки во Флоренции, но я когда приехал, мне показалось, что я не голоден, и я поем что-то в центре, но сейчас я уже настолько резко проголодался, что нет времени ничего выбирать, и я просто сейчас пойду и поем прямо на площади в первом попавшемся заведении. Вот она, главная достопримечательность Флоренции, а вот местечко, куда я иду. Мне часто сложно понять, какую именно еду я хочу. Сейчас я остановил свой выбор на таком сэндвиче. Стоит он 5,50, но за такой вид, даже если он будет не очень вкусный, я готов ему простить. Но я вам скажу, что 5,50 для такого места это абсолютно нормальная цена, потому что такой сэндвич на автовокзале в Милане может стоить 7 или 8. Под стадионом какой-то хот-дог может стоить 8 или булка. Да, хот-дог может стоить 8. Что мне нравится, что в Италии иногда даже в каких-то супер туристических местах можно адекватно покушать. Но надо проверять, потому что иногда все-таки бывают неадекватные цены в туристических местах. Сэндвичу даже не придется ничего прощать, потому что он был прекрасен, как и в целом итальянская кухня. Вот вы знаете, она простая, но очень вкусная. Почти везде в Италии вкусно. И, наверное, залог этому простота, потому что простую еду тяжело испортить. Как я вообще сегодня оказался во Флоренции? Вчера я был на матче Болонья-Милан. Милан был ужасен. Мне кажется, что у меня больше стимула ездить на матчи Милана, чем у его игроков их играть. Милан проиграл 2-1. Болонья ликовала. Мне кто-то сказал, что это чуть ли там не за 23 года первая победа домашняя Болоньи над Миланом. Не знаю, проверенная ли эта информация. И вообще во Флоренции, я был много раз уже, но мне часто лень сюда ехать, потому что из Милана часа 4 надо на автобусе ехать. Но я подумал, раз уж я был в Болонье, то почему бы не переночевать там и не прокатиться еще во Флоренцию. И вот, ночевка в Болонье, 1,5 часа, и я тут. Кстати, посмотрите на эту атмосферу на матче в Болонье. Ставлю сюда пару кадров. Атмосферно же. Умели же раньше делать двери. По идее, я как образованный человек должен вот все эти сюжеты сразу узнавать. Но надо напрягаться, не могу сейчас сказать, что тут. Понятно, что это библейские сюжеты. Ладно, не буду прибедняться. Вот Моисею передают скрижали. И вот, видимо, вот эти люди потом 40 лет будут ходить по пустыне. Стоял, любовался собором, и произошло историческое событие. Впервые в жизни ко мне подошли и сказали, что меня узнали, потому что видели мой выпуск на Ютубе. Вот Рома тут прогуливался, привет, меня привет. Увидел. Рома тоже фанат футбола, он, оказывается, был на многих матчах, в которых я был. Поэтому пару слов для подписчиков. Мы вот виделись, да, пару дней назад на матче Интер-Дженуа был. Я вот там Мишу первый раз увидел, не подумал, сначала не подумал, что вот тут теперь такая встреча и теперь в этом самом. То есть ты меня видел, но не подошел? Да, я видел такой, думаю, он, не он, думаю, непонятно. В общем, не подошел. А потом сейчас смотрю, думаю, судьба. Да, слушай, раз второй раз видишь, причем то в Милане, то во Флоренции. Вот такие случаются удивительные истории. Много соборов повидал, но думаю, что фасад этого собора один из самых красивых в мире. И у него интересная история. Я экскурсионный преступник, я иногда пристраиваюсь, когда кто-то что-то рассказывает. И узнал, что тут где-то есть статуя Галилея Галилея. И это большой скандал, потому что он же еретик, он же говорил, что Земля крутится вокруг Солнца, а не наоборот. И были большие проблемы с церковью. А флорентийцы разместили его статую, вопреки всем другим вещам. Поэтому, вот такие они смелые и идут против каких-то канонов. И вот прямо на главной площади на нас смотрит вот этот символ Феррари. Мне кажется, живя в Италии, было бы круто иметь Феррари.
Надеюсь, когда-то я к этому приду. Смотрите вообще на этот декор. Ну, вот такая типично итальянская машина. Хотели бы по такой ездить? Ну, не знаю. Кстати, она переделана на электрическую. Вот одна из площадей Флоренции. Кстати, если вы не в курсе, оригинал Моны Лизы на самом деле находится во Флоренции. Ну, просто мало кто может в это поверить, но с фактами не поспоришь. Все остальное это копии. Ну и так, не удивлен, что в кадр случайно попала именно футболка сборной Италии Барелла, но посмотрите вообще на место для рынка во Флоренции. Вот в таких вот местах торгуют, ну я понимаю, что скорее всего это всякие китайские штучки, хотя Флоренция славится своей кожей, может это как раз и изделия от местных производителей. На самом деле, как-то сэндвичем не особо наелся, зайду еще за какими-то вафлями. Туристическое место, популярный итальянский бренд. Сейчас попробуем. Ну, в общем, взял тут такие блинчики. Это малиновый шоколад туда кладут. Популярное место. Там, ну, вообще оно славится мороженым больше. Но я хотел блины. В итоге вот такое произведение флорентийского искусства за 6 евро. Ну, тут еще всякое продается. Вообще люди любят Италию за то, что видите, прям с крана течет шоколад, а не ржавая вода. Так, свой блин я хочу поесть на главной площади, и просто вот выходишь, а тут такой вау, 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 вау. Ну, я тут, не знаю, 20-й раз, но я не перестаю этому всему удивляться. Так, кстати, здание мэрии, вот это слева известная скульптура Давида, но, правда, это копия, оригинал находится в галерее. А вот это знаменитый в Флоренции сюжет Давида и Голиафа. У меня уже был выпуск со Флоренции, на самом деле. Я много там об этом рассказываю, и о перформансе во время Кубка Италии. Поэтому, если будет интересно, посмотрите. Я посмотрел, что 8 месяцев назад был прошлый выпуск со Флоренции, так что решил повторить, так как много новых подписчиков за это время появилось. Так что Флоренция для вас. И мэрия находится в каком-то из старых дворцов. И что приятно, сюда можно бесплатно зайти и полюбоваться всей вот этой красотой. В Флоренции вообще много дворцов, в которые можно заходить, в том числе дворец Медичи. Но когда времени на это все нет, то прям платить за вход не хочется. Здесь можно насладиться просто вот таким вот экспресс-проходом. И мне кажется, что когда мэрия находится в таком месте, ты видишь, что для тебя оставили предшественники, и ты понимаешь, ну, плохо работать нельзя. Это большая ответственность. Надо делать город лучше, а не как в некоторых других городах. Люблю ходить по неизведанным переулкам. Вот, например, тут увидел такое дерево и решил разобраться, что это за экспозиция. И это дерево мира. И оно посвящено в память о жертвам теракта, который прошел, ну, наверное, на этом месте в 93-м году, когда итальянские власти начали бороться с мафией. Мафия решила устроить теракт, чтобы, ну, как-то убедить их меньше бороться с мафией. И было много пострадавших, и вот этому посвящен этот памятник. И это дает нам понять, что в Италии тоже были намного более неспокойные времена, когда прямо вот в таких переулках могли происходить взрывы возле галереи Уффици. Вот просто идешь, а тут такая инсталляция. И вот выныриваешь из переулочка, а тут такие замечательные виды. Вот это галерея Уффици слева, речка. Ну и справа сейчас будет одна из главных достопримечательностей Флоренции, мост Понте-Веккио. Посмотрите на эту романтику. Какой столик раздобыла эта парочка. Ну, это надо знать места. Это, наверное, местные. Мне нравится, как окультуривается Италия. Раньше паленые сумки продавали вот так вот на земле. А сейчас уже произведения искусства такие, знаете, картины местных художников продают с земли. Собственно, мост Понте-Веккио, и, ну, известно, что там бутики дорогих брендов, но я вот сейчас задумался, интересно, а есть ли там какие-то жилые квартиры?
Может, кто-то живет прямо на мосту? Было бы, наверное, круто говорить, что я там флорентиец в 30-м поколении, и я живу прямо на Понте-Векьо. И вот заруливаем на Понте-Векьо. Ну, сейчас тут еще пока можно пройти, но когда начнется туристический сезон, движение будет очень затруднено. И вот торговые точки прямо на мосту. Итальянцы такие, почему пространство должно пропадать, если и тут можно зарабатывать на туристах? Можно им продать все, что угодно. И чтобы они говорили, купил это на мосту Понте-Векьо. Вот там, например, Rolex. А тут, видимо, кстати, вот в Италии полиция, говорят, помогает людям. Видимо, решили помочь этой замечательной даме. Она, наверное, задает им какие-то вопросы. Может, она хочет, чтобы они провели для нее экскурсию по мосту. Это, наверное, какая-то школьная экскурсия. А куда у вас были школьные экскурсии? Кстати, у меня были очень крутые школьные поездки, за что спасибо и школе, и родителям, которые приучали меня с детства к прекрасному и давали возможность видеть мир. Посмотрите на вход в этот магазин. Ну, как будто бы ты заходишь в сундук с чем-то очень прекрасным. Но неизвестно, что там. А может, это вход кому-то в квартиру, собственно. Сомневаюсь. А, вот это, видите, у них сверху вот так вот, когда они открыты, подняты эти створки, а когда они закрываются, они вот так вот защищают свои витрины. Ну, не только защищают, а еще и, получается, украшают. Смешно, что тут сразу два магазина Rolex. Один там в начале, ты заходишь, видимо, думаешь, брать или не брать, брать или не брать. И пока доходишь до моста, до конца моста, как раз второй Rolex, такой, нет, надо зайти и взять. Нет времени больше думать. Проходил, увидел табличку Urban Garden, решил заглянуть, что во дворе. Надо не бояться заходить во дворы, потому что, ну, просто посмотрите, какое атмосферное место прямо практически между Понте-Векьо и главной площадью. Ну, если бы мне надо было где-то посидеть, я бы определенно сюда вернулся. На самом деле, спасибо Ютубу. Вот, гулял бы сам, а так сейчас гуляю с Ромой, который меня встретил на площади. И если бы я не вел Ютуб, ну, наверное, бы он ко мне не подошел. Ну, знаете, много русскоговорящих людей. А когда ты встречаешь кого-то, кого ты уже предварительно знаешь, оно как-то более располагает. Вот мы уже гуляем вместе и зашли посидеть тут. Сам бы вряд ли, наверное, сел. Такой достаточно аутентичный бар, в котором прекрасный дворик. И что, опять же, приятно, ну, туристический город, туристическое место. Взял у них сачок 3,50. Ну, в принципе, это абсолютно нормальная цена для Италии. И ты сидишь в таком прекрасном месте прямо в центре Флоренции. Атмосфера вечерней Флоренции. И, конечно, он поет на английском, потому что во Флоренции очень много американских туристов. Американцы просто балдеют от этой всей красоты, потому что там такого нет. И они приезжают и наслаждаются. Ну и, понятно, цены для них тут абсолютно смешные после Америки. Ну и шопинг они тут любят. Этот прекрасный собор вечером сбоку. Эти виды завораживают. Смотрите, чуть-чуть в глазах рябит, когда вот так смотришь. Но мы на него смотрим пару секунд. А вот этот сидит и смотрит на собор, не отрывая свой взгляд практически все свое существование. И это билетный офис собора в таком интересном месте. Кстати, в собор вход бесплатный, но до 15:45 я сегодня уже не успел. Но как-то я там был. Но билеты есть для того, чтобы на башню подняться или в баптистерий. Баптистерий — это вот это здание перед собором круглое, где я говорил, что двери раньше умели делать. Ну и торговля. Уверен, тут что-то футбольное тоже продается, как обычно. Кажется, этот собор можно снимать бесконечно. Он настолько прекрасен, и все, что находится вокруг него. Но пора начинать мой путь к стадиону по таким интересным, живописным улицам. Каждый раз для меня Флоренция открывается какими-то новыми местами. Вот по дороге на стадион просто я обнаружил такой необычайный дворик. И просто хочется сидеть на этой скамейке вечность. Ну, если бы не футбол. И тут у нас какой-то памятник. Шок, сенсация. Представляете, что я нашел? Во Флоренции это памятник Тарасу Шевченко. Просто я в восторге. И тут его знаменитая цитата: «Боритесь, поборете».
Ну, сражайтесь и победите, если переводить. Вот так вот. Приятно, приятно. И такая тут скульптурная группа. Но это на следующий раз оставим. И это все оказалось городской библиотекой. Ну, вот в такие места хочется прийти и почитать. Ну, и поэтому тут Шевченко. Вон он сейчас, видите, за решеткой борется. Собор практически с любой точки Флоренции виден. Вот это все часть дороги к стадиону. Вот это же районы с местными, потому что местные прям вот обожают вот так вот брать какие-то напитки и тусоваться возле баров. Почти во всех городах Италии. Это, наверное, любимое вечернее развлечение. Обычные районы Флоренции, но у меня вопрос, как вы думаете, в этой квартире уже выкинули елку или они все еще празднуют Новый год? Неудобно человека снимать, но видите, карри и кебаб, но это явно как бы что-то индийское, но в цветах фиорентины. И я сейчас проходил, а там стоит продавец, ну, тоже понятно как бы откуда примерно, но он в кепочке фиорентины. И увидел, что я посмотрел на заведение, он сразу со мной поздоровался. Вот он маркетинг, а был бы я большим фанатом фиорентины, я бы уже покупал бы там себе кебаб. Часть там, где стадион, отделена от основной части Флоренции железнодорожными рельсами, и чтобы туда попасть, надо подняться на этот мост. И вот какой вид открывается, когда поднимаешься. Вон уже, видите, там вдали светятся огни стадиона. И вечерняя Флоренция. Там, как там их, тосканские холмы виднеются. Вот тут под мостом локальные электрички, потому что, как вы понимаете, Фиорентину поддерживают не только жители самой Флоренции, но и всего региона. И часть из них прибывает как раз на этих электричках. И вон слева от прожектора виднеется вот эта знаменитая башенка, которая является частью стадиона. Не самой практичной частью стадиона Фиорентины. Я все еще не знаю итальянского, поэтому не знаю, о чем он спорит с полицией. Как бы, но он чем-то очень недоволен. Но это типичная ситуация в Италии, когда фанаты чем-то недовольны. Мне кажется, некоторые люди для того и ходят на стадион, чтобы выплеснуть свое недовольство. И более того, потому что когда их команда проигрывает, они абсолютно законно могут быть недовольными. Поэтому, как я недавно смотрел одного YouTube-блогера, и он говорит, что его типа уничтожает хейт, что его там хейтят, что-то такое, какие-то негативные комментарии. И я ему в комментариях попытался объяснить, что хейт — это часть соцсетей, в том числе достаточно сильно движущая часть этих соцсетей. И хейт — это часть футбола, то есть очень многое в футболе как раз построено на хейте, на том, что люди ненавидят своих футбольных оппонентов, там, фанатов другой команды. И, ну, я, например, очень позитивный человек, и я рад, что тоже, вот, например, меня тут, я как зеркало, знаете, меня смотрят обычно позитивные люди. Но есть ведь люди, у которых вот есть вот этот хейт, и это, ну, хорошо, что он выходит именно на стадионах, а там не в других каких-то аспектах, вот, знаете, у них такая двухчасовая сессия стадионного хейта, когда они там могут пооскорблять массово, знаете, там 20 тысяч фанатов одной команды в один голос оскорбляют там фанатов другой команды. И у них типа это нормально. Ну, на стадионе покричали, а потом вышли, и все. Дальше обычная итальянская жизнь с позитивом и прочими приятными итальянскими моментами. Ну, вот она, чаша стадиона Фиорентины. Заворотная часть снаружи, с этой стороны, она пока еще стоит. Потому что происходит с той стороны, вы сейчас увидите. Как обычно, очереди. Причем это очередь на дорогую сторону. Вот эти места хуже, чем мои, но стоят, наверное, в 2 раза дороже. Это Италия, тут такое бывает. Это центральный VIP-вход. Ну, думаю, понятно, по автопарку. Журналистам, которые ждут каких-то важных гостей, видимо. И выглядит достаточно основательно. Но вот снимаешь стадион и не знаешь, что останется, что нет. Потому что стадион Фиорентины будут реконструировать по образу стадиона Бергамо, как я понимаю, частично. Но я думаю, что, наверное, вот эту вот входную группу, конечно же, должны оставить. Но, может, и снесут, и когда-то она останется только у меня на видео. Ну, еще на чьих-то видео и фото, но в том числе на моих. Это будет уже элементом истории.
Ну и автопарк продолжается. Видите, Мазерати, Италия. А вот тут уже виднеется строительная техника внутри чаши стадиона. Но, видите, чашу не снесли. Кстати, по-моему, по проекту, может быть, она даже останется. То есть будет трибуна за этой чашей внутри, а это как будет внешним таким амфитеатром. Тоже будут проходить какие-то мероприятия. Но это то, что я видел в проекте. Вы же понимаете, это Италия. Тут в проекте может быть одно, а по факту получится все совсем по-другому. Там, как обычно, у стадиона фудтраки с едой. Обычно там не протолкнуться. Я помню, я там в больших очередях перед матчами стоял. И тут вообще так ажиотажно всегда было. Но я думаю, что, во-первых, реконструкция трибуны, и это фан-трибуна была. Поэтому с этой стороны фанатов сейчас меньше, потому что они собираются с другой стороны. Плюс матч против Лечи. В Италии посещаемость достаточно сильно зависит от соперника. То есть был бы какой-то грант, где было бы явно побольше на Лечи. Нет большого ажиотажа, и билеты я купил. Кстати, билет на этот матч я заплатил 42 евро, чтобы сидеть по центру. Вот там вот я буду возле башенки этой сидеть. Так что ажиотажа не наблюдается. Вот, и тут совсем нет очередей. Хотя я бывал на матчах, когда тут на этой парковке очереди извивались длинными змейками. Но даже на такой матч за пару секунд может образоваться очередь. Это связано с системой проверки, что тут вначале у всех долго и медленно проверяют соответствие имени билета с личными документами. Вот такие вот оперативные сотрудницы. Мелкий текст в экранах телефонов. И люди не всегда готовы, что будет проверка. Они не готовят заранее документы. Это туристы, наверное, приехали на Фиорентину. Ну все, контроль пройден. Меня проверяла вот эта девушка в Канди Бобере. Ну, помните, как в этом видео? Если на ней Канди Бобер, это ничего не значит. Был проверен со всей суровостью итальянских законов. Ну и да, там, видимо, целая группа туристов из США прилетели на матч Фиорентины. Кстати, у Фиорентины же владельцы американцы вроде, поэтому я думаю, что этот клуб набирает популярность в Штатах, потому что американцы умеют делать маркетинг. О, да, такой американский говор у ребят. Да, вот эти футболки. Ну, сразу понятно, откуда люди. Кстати, прикольно, люди с клубными сезонными картами, они не сканируют штрих-код, они просто прикладывают карту к считывателю. То есть он как радио. То есть им не надо париться с штрих-кодом. Ну и вот я внутри стадиона. Это легендарная башня. Но стадион явно морально устарел. Вы понимаете, что не должны быть такие уборные на стадионе. Он изначально плохо спроектирован. И, они тут стояли до реконструкции, потому что уборная тут одна и очень маленькая. Я уже как-то говорил, что, мне кажется, этот стадион проектировал человек очень далекий от футбола и от спортивных мероприятий. То есть его строил очень крутой какой-то архитектор, который в Риме, в Ватикане даже, по-моему, что-то делал, или просто в Риме какие-то знаковые объекты. Но как архитектурный дизайн в нем что-то есть. Но как спортивное сооружение функциональное, он очень проигрышный. Эксклюзивный контент прямо из кабины, как говорится, с футбола детали не выкинешь. Мне нравится просто, как изображена дама в туфельках в такой кабине. Я прям представляю, как дама в вечернем платье и в туфельках сюда заходит. Ну, так себе. Заходим на трибуну. Вот что мы сразу видим? Реконструкцию. Поле. Разминаются. Нет, еще не разминаются. Вот там теперь фан-трибуна Фиорентины. Вот тут по-прежнему гостевая. Ну, а тут буду я. Где-то вот на этих местах. Почти как вперед смотрящий с вот этой вот башенки. Так, запечатлим реконструкцию для истории. Я пережил полностью реконструкцию трибуны на стадионе Аталанты. Вот от того момента, как я побывал на старой, не реконструирован, до того момента, как я сел уже на новую. Но тут я на фанатскую не ходил, и на новую тоже вряд ли сяду. Но, вот видите, там уже снесли угол. Он был. И часть оставили. Как-то, вот видите, ее частично, видимо, сносят, уменьшат ее длину, и вот сверху, наверное, ставят на память. Было большое пространство, видите, между трибуной и полем. Как вот, например, вот тут вот. И я понимаю, что между вот той вот частью и полем они всунут трибуну прямо за воротами. Ну, как на нормальных
стадионах английского типа. Вот он вид с верхней части стадиона. Реально очень много английской речи на стадионе, много туристов. Посмотрел, это всего лишь 15-й мой визит на стадион Фиорентины. Ну и 40-я игра Фиорентины. Ну так, немного. В Фиорентине играет второй по результативности нападающий серии А на данный момент, Мозекин. Но в прошлом матче против Вероны он получил травму, уехал в больницу прямо со стадиона. Поэтому сегодня он матч пропускает. Ну, смотрите, фанатов поприбавилось, да? Атмосферка нормальная, да. Фиорентина Лечо играет гимн Фиорентины. Футболисты выходят на поле. Ну и понесся гимн серии А. Все взлетят на своих шарфиках. Гимн очень мелодичный, серия А. Мне он нравится. И тут ему, кстати, не свистят. Видимо, серия А не обижала Фиорентину своими решениями. Что ж, все готово к матчу. Ну, матч я вам не показываю. Я думаю, что сам процесс футбола вы посмотрите в другом месте интереснее. В лучших ракурсах. Закончился первый тайм 1-0, Фиорентина ведет. В первой половине матча шел дождь, достаточно сильный. Сейчас чуть-чуть уменьшился. Ну вот, он минус стадионов без крыши. Надеюсь, на новом стадионе крыша будет. Ну, понятно, что все реконструкции они сделают. Ну, а так они раньше думали, мы солнечная Италия, зачем нам крыша над стадионом? Пусть фанаты помокнут. Ну, собственно, как я сейчас и делаю. Ну, я подготовленный, хоть без дождевика, но вот он мой стадионный лук. Но посмотрите, я не знаю, мне кажется, вот этот дождь, который идет в кадре, это красиво. Смотрите, это детализация капель. Отсюда хорошо видно, посмотрите, насколько далеко сидят фанаты от поля. И вот это вот пространство, я думаю, будет заполнено новой трибуной. Кстати, стадион Фиорентины — это достаточно опасный стадион. Видите, даже предупреждают об этом, что если нарваться на гневных фанатов, лететь можно высоко. Кстати, ну, один из страхов. Я не боюсь высоты, но вот думаешь, попадешь на какого-то сумасшедшего, тебя откуда-то толкнут. У вас в голове не пробегали никогда такие мысли? Команды снова выходят на поле. Ждем второй тайм. Ну, как вы понимаете, даже что-то то, что пол стадиона на реконструкции, это все равно далеко не солдаут. Очень много свободных мест. А вот то самое худшая трибуна, знаешь, в которой я, наверное, был. Да, когда вы сидите сбоку, за воротами, непонятно где. И особенно, когда у других ворот что-то происходит. И там недешево. Там вот, ну, с той стороны ближе к игрокам обычно в Италии всегда дороже, чем вот тут, где я стою. Я помню, если купил билет там дороже, чем тут, но был явно хуже. Это был период, когда невозможно было сюда купить билет, по-моему, без фанатской карты или что-то такое. Закончили 1-0, нет времени для послематчевых радостей, потому что поездки во Флоренцию так построены, что у меня ровно через час отъезжает автобус, и отъезжает он совсем не от стадиона, а из центра Флоренции, даже чуть дальше, так что я сразу после финального свистка вырываюсь со стадиона и несусь на автобус, который меня отвезет ближе к центру. Не знаю, смотрели ли вы мой выпуск из Турина, какой конченый Ювентус, нет, извините, не Ювентус, а поездки в Турин, как там плохо организован отъезд со стадиона. Видите вот эту колонну автобусов? Вот это все автобусы, которые отвезут людей на центральный вокзал. Хотя тут до вокзала можно идти пешком, в отличие от Турина. Тут не так далеко. Но город понимает, что люди будут после футбола массово двигаться в центр, в сторону вокзала. И вот автобусы поданы. Я сейчас сяду и доеду до вокзала. Ну, это же легко, ну, типа, это же очевидно. Почему в Турине не могут так сделать для Ювентуса? Вообще в Турине могут так сделать, для Торино, например.
То есть это технически возможно. Но для Ювентуса почему-то этого не делается. Я думаю, это вопрос клуба. Так, в первый автобус, видите, уже человека не пускают. О, давайте я запрыгну. Ну там сразу следующий уедет, так что это не критично было бы, если бы я не успел. И он, в отличие от автобуса в Турине, не такой же заполнен. То есть люди могут двигаться, потому что в Турине в автобусе ты даже руки вверх не можешь поднять. Тут понятно, он первый, он полный, потому что многие там чуть раньше ушли, чтобы ехать. Ну, можно нормально ехать. Вот уже чим по ночной Флоренции. Вот это, понимаю, организация. До моего автобуса в Милан еще полчаса, а я уже возле вокзала. Успею даже еще в Макдональдс забежать и перекусить. Он, кстати, во Флоренции, по-моему, круглосуточный, что не так уж часто в Италии. Вот. Флорентийские трамвайчики виднеются. И это и главный вокзал, но уезжать я буду не с ЖД вокзала. У них там есть площадь дальше, где автобусы останавливаются. Еще, кстати, в Турине мне такой сок последний раз дали в стакане, потому что там по каким-то тупым правилам возле Ювентуса запрещено в бутылочках продавать напитки. Даже Макдональдс переливает сок в стакан. И какой-то итальянец прошел и курткой вот полный стакан апельсинового сока на меня разбил. Просто сказал: извини. И сидел просто как дурак, молчал. А мне все залило. Штаны, куртку, кофту, телефон. Телефон упал. Ну, в общем, вот я не знаю, у меня в Турине часто какие-то неприятности. Я, как обычно, в забеге до отправления автобуса 9 минут. Мне бежать до него 10 минут. Идет дождь, но зато перекусил. Но ездить на футбол не так легко, как кажется. Я успею, я всегда успеваю. Я очень скоростной человек. Когда вышел уже из дома. Вот, тоже человек спешит, но не на мой автобус. У него ситуация попроще. Вот, я уже приближаюсь к остановке. И буквально, я думаю, в течение минуты появится автобус. Вот оно, чувство времени. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до сюда. Сегодня в очередной раз убедился, что классно, что я веду YouTube. Во-первых, много интересного виртуального общения с вами, за что вам всем спасибо. Во-вторых, сегодня вот случайно встретил вживую человека, который видел мое видео на YouTube и меня узнал. Приятно, и тоже очень хорошо пообщались, очень приятный парень, интересно провели вот эти пару часов во Флоренции перед матчем. Говорили про футбол, конечно же. Я не знаю, может, надо было футбольные разговоры для вас записывать, но мне кажется, тогда бы выпуск был слишком долгим. Ну и часто мои YouTube-ролики помогали мне и на том же Евро, и еще на всяких мероприятиях. В общем, не зря веду, даже несмотря на то, что миллиона просмотров тут не будет. Может, даже 1000 не будет, но вы помните, каждый просмотр важен, я рад каждому комментарию и каждой вашей позитивной эмоции. Ну и вот этот подписчик, не он, может, и подписчик, но человек, который видел мое видео, и вы все, ну я вот ощущаю, что меня смотрят люди где-то близкие мне по духу. То есть YouTube же он понимает, кому рекомендовать, и поэтому мне очень нравится вы, кто меня смотрит, и надеюсь, это взаимно. Всем всего самого лучшего. Спасибо. Вот такой фликсбас за 4 часа меня довезет до Милана. Ну, там обычно достаточно комфортно. А уже завтра, или сегодня, нет, завтра получается. Ну, короче, где-то через часов 15 я уже буду в Бергамо на Аталанте, на матче Аталанты. Вот такой у меня плотненький график.